Представители знака зодиака Девы. Девы мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на 2023 год с мая по декабрь по месяцам. Юпитер в Тельце, начиная с мая месяца 16 числа, он изменит свой знак с Овна и войдет в знак Тельца. И это где-то смена энергии. Если Овен, мы знаем, это решительность, экспансия и какой-то реванш, а Телец как раз наоборот, это где-то ближе к вашим энергиям, земные, спокойные, это структура, это стабильность, финансовая стабильность, стабильность в отношениях, когда есть какой-то порядок, но нет какой-то синкопы. Вот этот самый переход, он может для кого-то из нас быть отчасти критическим, то есть болезненным. В каком плане? Мы можем в мае месяце узнать какую-то новую реальность. Это может, знаете, перед нами открыться как то, что мы какое-то время словно не видели или не хотели видеть. Может быть, поддались где-то какому-то импульсу или действовали уже как по наитию, или были в чем-то уверены абсолютно. А здесь вот так, знаете, тихо, спокойно какая-то реальность перед нами раз и раскрылась, и нам ничего не остается, как принять новые правила игры или увидеть то, что есть по факту, и от этого оттолкнувшись, уже строить свои дальнейшие планы. Ну, давайте узнаем, как видят карты. И мы достанем по одной карте на месяц, посмотрим энергии, на удачу, на успех, как, может быть, или в какой из месяцев есть смысл куда-то ускоряться или форсировать, а где-то отступить полшага назад и посмотреть, как разовьются события. Иногда, когда мы не торопимся, бывает такое, что, глядишь, сама проблема куда-то и нейтрализовалась как будто. И первая карта май. Вот как раз тут месяц перехода Юпитера. Июнь. Июль. Август. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. И декабрь. Что нам про май скажут карты сразу? Карта успеха заслуженного. Но, видимо, девы мои дорогие, вы сделали все правильно. По этой карте, скорее всего, будут либо какие-то бонусы, либо как минимум известия или понимание того, что нет. Все-таки я очень вовремя что-то предугадала или предусмотрела. Я как предчувствовала, что именно так разовьются события. Или, я чувствовал, что вот этот человек, это как шило в мешке. Вот тут с ним нужно быть осторожным. И я, может быть, кому-то не доверился или не начал какое-то сотрудничество. По этой карте, когда мы вообще надеемся сами на себя в первую очередь. И вот самому себе сказать спасибо явно будет в мае. У вас такая минута. Правда? Может какая-то тайна всплыть или какая-то реальность словно откроется по-новому. И вы-то как раз себя, мои дорогие девы, скорее всего, за прозорливость будете и внимание благодарить. По этой карте также прекрасно начинать что-то. Мы как будто устремляемся вперед, несмотря на то, что карта темная и обещает нам успех. Так вот, мы устремляемся, несмотря на то, что еще может быть в мае, как будто тысячи неопределенностей. И у кого хватает мужества идти вперед, тот и победитель, буквально так вот говорит карта. Нам, может быть, придется принять какое-то важное решение, касаемое нашего переезда, смены работы или смены вообще сферы деятельности. Здесь, если мы говорим на успех, дела, работа, бизнес, именно какие-то наши амбиции или вопросы, связанные с переездом, вот как раз эта карта победы нам и предвещает. Но надо сказать, что как, по идее, договариваться или решать вопросы по оформлению документов у нас получится, согласовать что-то у нас тоже получится. Даже если есть вопросы в судах у кого-то, здесь все равно наш как будто прогресс будет. Давайте посмотрим, что у нас в июне. А в июне, с одной стороны, энергии таковы, что с нами могут спорить, а мы, с другой стороны, хотим выяснить какую-то правду. И вообще мы не настроены здесь как где-то шутить. И, знаете, настроение будет, я бы сказала, более жестким. И есть как будто какая-то реальность, вам не захочется от нее уходить.
и не захочется витать в облаках. По этой карте мы как раз можем искать информацию какую-то, чтобы разузнать правду или разобраться, откуда, например, да, как мы говорим, ноги растут у этого события. Мы хотим какой-то четкости и ясности. Надо сказать, что и люди будут нас окружать, могут, по крайней мере, это у нас ведь все-таки проходит борец без причины. Так вот, это те люди, с которыми выстроить какие-то отношения вообще в принципе сложно. Потому что нам могут пытаться что-то доказывать, вынуждать к какому-то либо конфликту, либо подавать какую-то информацию как истину в последней инстанции, настаивать на том, чтобы мы приняли эту истину, или мы на что-то согласились, а карта говорит, будь на своей волне. И если необходимо как раз, просто ищи хладнокровно информацию, анализируй, доверяй именно фактам, а не тому, что говорят. Ну, вот мелкая сама по себе карта, принц мечей, нет здесь чего-то глобального. По ней лишь идет у нас совет, что мы какую-то нейтральную позицию занимаем. Не включаемся в решение тех вопросов, которые больше кому-то интересны. И по этой карте, все-таки, если мы говорим про какую-то конфликтность, и кто-то нас пытается, может быть, в какие-то разборки втянуть, или вот, ну, могут, знаете, любыми способами мы не должны участвовать в том, что нас, с одной стороны, может как будто скомпрометировать, с другой стороны, наши слова кто-то неправильно истолкует, ну, также и не даем повод для зависти. Вот этот момент тоже примите во внимание. Что у нас в июле? Ну, решение, видимо, каких-то финансовых вопросов может стать на повестке дня очень остро. Или мы узнаем какую-то реальность, правду, может быть, это где-то к июню придет какая-то, как новость, известие, информация, и вам придется принять то, что есть по факту. Тоже небольшая, не крупная карта, пятерка пентаклей, и тут два момента. Либо это финансовые вопросы, которые придется решать, вот что-то. Или для кого-то может проиграться, знаете, как недопонимание в отношениях, холод какой-то в отношениях, когда друг друга люди не слышат. У кого-то это может быть как в личной жизни, а у кого-то это тупиковая ситуация на работе. Вот может быть такое с июня месяца, как будто у нас тут что-то начинается. Или какая-то заварушка может быть и от того, как мы правильно выйдем из каких-то прений или сложных каких-то обстоятельств, может быть, такое будет зависеть, насколько стабильно мы будем чувствовать себя в июле. Мы как здесь себя сохраняем и анализируем, так и здесь мы можем просто быть поставлены перед каким-то фактом, и нам придется пересмотреть как свое окружение, так и вопросы финансов, куда я трачу, как я зарабатываю деньги. Вот просто вот это может быть актуальным на повестке дня. Что у нас в августе? Тоже карта соревнований, увы, семерка жезлов. И один только нам совет, опять же, быть в позиции стороннего наблюдателя. Быть хитрее, быть сдержанней и не включаться в тот вопрос, когда для нас нет каких-то бонусов. Хотя по этой карте нам говорят, если будет необходимость, мы можем очень четко парировать. То есть предусматривается, что мы выдерживаем какое-то напряжение, или мы можем доказать нашу правоту, мы можем где-то настоять на своем, но будет важно различать, где этим стоит заниматься, а где это просто, знаете, как трата нервов, может быть, сил, энергии собственной. Нет как будто чего-то крупного, понимаете? С одной стороны, посмотрите, ни одного старшего аркана, и это хорошо. Почему? Потому что мы управляем ситуацией все 3 месяца. Но от нас вот потребуется та энергетика, которую я озвучила. Это будет, как и любое эмоциональное напряжение, будет требовать от нас, безусловно, отдыха. И успеть уравновесить в себе самом какие-то силы, да, душевные, физические, будет тоже очень важно в течение месяцев, всех месяцев лета. Может быть, о себе много не рассказывать, все-таки у нас начинается с карты победителя. И я сказала, что может быть какая-то зависть, понимаете, поэтому мы не провоцируем кого-то на неправильные какие-то чувства в отношении нас. И тогда, может быть, нам не будут создавать каких-то ненужных проблем. Сами себя
себя сохраняем в течение лета и уходим от каких-то конфликтов. Видимо, для вас будет важно. Всегда, когда 6 выпадает, это ведь какая-то победа. И предусмотрено, что если мы, знаете, как какую-то вершину взяли, потом последует обязательно, неизбежно тот период, когда нам придется удерживать свои позиции, удерживать вот эту самую победу. Не поддавались на какие-то сомнительные уговоры, какие-то мутные сделки, на людей, которым, ну, просто не стоит доверять. Может быть, отчасти при столкновении буквально с хамами какими-то не принимали тоже это близко к сердцу, потому что душевное равновесие тоже будет на первом месте. Ну, давайте будем смотреть. А сентябрь? А тут мы на своей волне. И королева жезлов как раз удачливое решение. Дела, работа, бизнес, деньги. И мы о себе тут много опять не рассказываем. Черный кот на коленях как раз и говорит о том, что сама по себе королева жезлов, она очень притягательная. И если вам выпадает эта карта, мы все-таки смотрим энергетику для вас. Конечно, нас может судьба столкнуть с человеком, или, может быть, это ваш партнер по бизнесу, по личной жизни, с которым будет какое-то взаимодействие или планы на будущее, вы что-то будете планировать. Если ваш партнер родился под знаком зодиака стихии огня или имеет асцендент, это у нас Овен, Лев, Стрелец. Но если все же это как энергетика, то по этой карте с нами захотят дружить, к нам могут обращаться за советом. И самое правильное, мы как будто собираем информацию, но о себе ничего не рассказываем. Мы храним чужие секреты, храним секреты свои собственные. Нас могут пытаться вывести на какой-то разговор, но здесь нужно как бы сохранять, знаете, лояльность к миру, транслировать как минимум это и оставаться на своей волне от начала до конца. Как про свои идеи какие-то или планы мы тут не говорим, так и про то, что есть на самом деле сейчас. Нам уже как будто обещают более стабильную ситуацию по деньгам. Например, эта карта может быть благоприятна на согласование, на новые какие-то партнерские отношения. И при всей нашей контактности мы сумеем со всеми договориться. Согласитесь, все решают люди. И поэтому, наверное, дела, работа, бизнес, деньги у нее и получаются. Вот где-то такие энергии. Октябрь. Старший аркан повешенный. Вот здесь, сколько ты не ускоряйся, могут быть какие-то паузы. С другой стороны, это мы должны принять, может быть, еще раз какое-то решение, или мы можем стоять словно перед выбором. У нас как будто там тупик. Не время для отдыха будет, вот это точно. С другой стороны, если мы рассматриваем это значение. И мы не можем как будто застревать вот в каком-то состоянии апатии или надеяться на то, что как-то само разберется, или какой-то предоставится нам более удачный, счастливый случай. Этого мы тоже позволить себе не можем. И даже если что-то складывается не так, как будто не время себя жалеть, думать, что ну что ж я так вот мучаюсь, может быть, какие-то вопросы или что-то вы тут узнаете, что ну где-то захочется обдумать. Может быть, накопится какая-то усталость за предыдущий период. И нам нужно будет понять, что дальше вот делать, потому что какая-то история как будто так дальше продолжаться не может. Тут нужно что-то решать, пересматривать. И есть вариант по этой карте, когда мы должны разобраться в собственных мыслях для начала. Что для нас сейчас в приоритете? С другой стороны, если в этот месяц у нас не получилось что-то согласовать, значит, ну, не стоит по этому поводу даже нервничать. Все зависит от обстановки, в которой вы будете находиться. И, безусловно, тут у каждого своя жизненная будет ситуация и обстоятельства. Что у нас в ноябре? А тут уже точно окончательное какое-то либо решение, либо предложение. И от нашего выбора, отчасти туз мечей – это выбор, который мы делаем, вот знаете, так, безапелляционно, без «может быть» и «если». Не случайно у нас меч изображен как обоюдоострый. Мы готовы от чего-то отказаться, видимо, чтобы выйти из какого-то тупика. Может быть, изрядно надоест какое-то вот такое подвешенное состояние или какие-то двойственные отношения, может быть, тупик эмоциональный какой-то, и вам захочется как демаркационную линию подвести. И мы уже устремляемся вперед. Как раз по тузу мечей не случайно меч коронован от нашего правильного
решения будет зависеть успех. И нужно быть готовым к тому, что мы от чего-то вынуждены будем отказаться. И поэтому мы здесь ничего не удерживаем. Здесь, может быть, придется нам как-то быстро принимать решения. Все-таки у нас словно пронзает воздух меч, понимаете? И тут как новость какая-то может прийти, и мы окончательно как-то изменим взгляд на вещи, на жизнь, на людей. У каждого как-то по-своему своя ситуация. Или, может быть, это будет известие, что я сейчас могу какие-то вопросы с документами порешать, и тогда тоже куй железо пока горячо. Есть тут и определенный наш какой-то реванш все-таки в этой карте, и когда мы готовы именно сбросить какой-то балласт. Ноябрь. Ну вот, наверное, несмотря на то, что вот по-разному, да, у нас тут как-то год раскладывается по картам, декабрь, подведение итогов, десятка кубков, карта радости. Хотя я могу сказать, посмотрите, в принципе, ведь лето где-то может быть вот с какими-то вопросами, когда или люди ведут себя странно, или какой-то хаос будет, может быть, информационный, или вопросы сразу закрутятся, когда и финансы, может быть, и какое-то недопонимание, и наша усталость. Вот такое может быть. Хотя с мая ведь у нас уже, нам придется удерживать именно успех. Нам уже выпала карта успеха. Значит, вы как будто с мая месяца входите вот до окончания 2023 года, по сути, победителями, понимаете? Ну да, вам придется, как я уже сказала, удерживать то, что вам удалось уже достичь, и где-то потребует от вас и мудрости, где-то потребует и хладнокровия, где-то информацию будете искать, где-то и не ускоришься, придется подождать, а где-то придется и действовать. Так вот, в итоге мы получаем то, что мы хотели. Ведь это, когда сбываются наши желания, мечты, десятка кубков, она подразумевает вообще все. И у кого был на повестке дня стоял вопрос с переездом. Пожалуйста, вопросы личных отношений, семейные отношения, может быть, вы тоже что-то планировали, тут как будто на карте изображены даже два поколения, как будто мы остаемся довольны. Это, в принципе, наполненные кубки, значит, финансовый какой-то успех, стабильность, он тоже к декабрю мы получаем то, что мы называем, по сути дела, благополучием. И то, что, может быть, заявляет Юпитер в Тельце, как раз создать или держать руку на пульсе, или создать для себя вот этот островок безопасности в течение 23 года, это будет важно. Как и оставаться на плаву, так и где-то собой не рисковать. И значит, какие бы тут перипетии не были, к декабрю, ну, дважды победителями, когда мы можем себя поблагодарить и за выдержку, и за мужество, и за какую-то активность и правильно принятые решения. Перекладывайте на себя, мои дорогие, будьте счастливы.